Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами окунемся в мир истории, поучительный и назидательный для нас, потомков. Мы с вами современные цивилизованные люди, живем в мире интернета и роботов, искусственного интеллекта и чипирования. И вселенская беда, пандемия COVID-19, которая, оказывается, и не закончилась вовсе, а третья волна. Ведь все познается в сравнении. Окунемся в мир минувших веков. Ведь тогда на земле тоже жили, любили, надеялись на лучшее, но разрушительные эпидемии все сносили на своем пути. Что же было в прошлое столетие? Исторические пандемии чумы. Пандемия или мировая эпидемия – заболевание, которое поражает население обширной территории земного шара. Юстинианова чума – это была первая пандемия бубонной чумы. С 541 по 750 годы убила от 50 до 60% населения Европы. Черная смерть – это вторая пандемия бубонной чумы. Она стала следствием возрождения контактов между цивилизациями Запада и Дальнего Востока. Возродился шелковый путь, активизировалась торговля. Разносчиками болезни стали грызуны. В условиях антисанитарии и постоянных войн эпидемии чумы не прекращались еще 300 лет. Черная смерть 1347-1352 годов убила 25 миллионов человек в Европе в течение 5 лет. В XIV веке чума сократила население Старого Света на 450 миллионов. Эпидемии натуральной оспы. Натуральная оспа – это тяжелая, особо опасная инфекция. Ее занесли из Европы в Америку, и для Америки это была новая болезнь, которой у населения Мексики и Перу не было иммунитета. Погибли цивилизации ацтеков и инков, вымерло 95% коренного населения Мексики и Перу. Занос натуральной оспы, кори и тифа на территорию Центральной и Южной Америки европейскими исследователями в XV и XVI веках стали причиной пандемий среди аборигенов. Между 1518 и 1568 годами заболевание привело к уменьшению населения Мексики с 20 до 3 миллионов человек. В XVIII столетии натуральная оспа убила около 60 миллионов европейцев за столетие. Натуральная оспа возродилась в Европе после прекращения эпидемии чумы. Она стала главной болезнью и главной бедой. Ее очагами стали большие города с высоким уровнем рождаемости и детской смертности. Умирали монархи, десятками тысяч гибли солдаты. Карантины оказались неэффективными. Появились биополитические подходы в виде вакцинации. Чахотка в XIX веке.
Туберкулез в 19 столетии называли по-разному: золотухой, сухоткой, чехоткой. Туберкулез известен человечеству с древнейших времен. Возбудитель был открыт Робертом Кохом в 1882 году в Германии. В XIX веке чехотка стала болезнью богатых дам и рабочих бедняков, особенно в сыром, промозглом, каменном Санкт-Петербурге. Воздух в плохо протапливаемых помещениях был сырым и плохо влиял на состояние дыхательной системы. В XIX столетии туберкулез убил около 1/4 взрослого населения Европы. Испанка. Первая эпидемия гриппа в Европе произошла между 1556 и 1560 годами. Летальность составила 20%. К началу XX века во всех развитых странах появились национальные системы здравоохранения. Укрепился авторитет медицинских работников, и во многом потому, что было создано много разных вакцин. Окончание Первой мировой войны привело к передвижению огромных масс людей. Миллионы бывших солдат отправлялись домой. Грипп испанка появился на всех континентах, особенно в Европе, Северной Америке, Индии и Африке. Пандемия гриппа 1918 года, испанка, убила 25-50 миллионов человек, около 2% населения мира. Сегодня от гриппа ежегодно умирает от 250 до полумиллиона человек во всем мире. Дальше мы с вами поговорим о медалях. Обратите внимание, дорогие друзья, почет в виде медали, а не мешок денег, ценился людьми, которые жили до нас. Медаль за прививание оспы, золотая и серебряная, были учреждены в 1768 году, в день, когда императрица Екатерина II сделала себе прививку. Золотыми награждали врачей и священников, а серебряными – прививальщиков. Ту же медаль учредили повторно в 1826 году, но ее уже носили на зеленой ленте. Золотые медали давались врачам-священникам, а серебряные – простолюдинам. Награды за борьбу с чумой. Медаль за прекращение чумы в Одессе учреждена в 1838 году. Ею награждали тех, кто внес вклад и отличился во время борьбы с эпидемией 1837 года. Золотую медаль носили на красной ленте, ее давали офицерам и купцам, а серебряную носили на черно-красной ленте, ее давали фельдшерам и мещанам. Знак «Борьба с чумой» утвержден в 1897 году. Он вручался тем лицам, которые приняли меры по прекращению распространения заразы при появлении чумы в империи. Серебряную давали главным и участковым попечителям и врачам, а бронзовую – санитарам. За усердие специальная комиссия могла разрешить ношение знака «Борьба с чумой» и после эпидемии. Благодарю за внимание.